Добрый день, Григорий Павлович, Александр Табурчан, Вестник Кавказа. Как вы считаете, интенсификация российско-армянских отношений не приведет ли к называемой заморозке карабахского вообще вопроса? Потому что, с одной стороны, Россия будет связана оборонительным союзом, уже связана с Арменией, с другой стороны, она нуждается в тесном партнерстве с Азербайджаном в сфере энергетики. И лоббировать чью-то сторону конкретно она уже не может. Соответственно, такой мощный игрок, как Россия, не допустит участия международных каких-то сторонних игроков. И поэтому, в принципе, Карабах повиснет в воздухе еще на много-много лет, пока по меньшей мере будет существовать. Но то же самое оборонный союз с Арменией. Карабахский вопрос действительно заморожен в течение уже порядка 20 лет. И каждый день сейчас на счету, может быть, в переносном смысле. Дело в том, что он не может быть заморожен там 50, 100 лет и так далее, тем более в таком взрывоопасном регионе. Если Россия не предложит каких-то инновационных подходов к решению этой проблемы, а я хочу подчеркнуть, что десятки вариантов решения этой проблемы существуют, но опять же для тех, кто понимает, как решить эту проблему, если она внедрит эти подходы, тогда проблема будет решаться, причем решаться именно под управлением даже не Москвы, а вот этих трех ключевых участников – Москвы, Еревана и Баку. Если же в течение ближайших максимум 5, 7, 10 лет ситуация останется в том же режиме, то она лопнет рано или поздно. Я приведу самый простой пример, о котором я, в общем-то, достаточно часто говорю. Карабах может быть суверенизирован. То есть он превратится в самостоятельное, пусть небольшое, но новое государство на Кавказе, в частности на Южном Кавказе, наиболее взрывоопасном участке. Тогда маленькая вставка. А каким он будет по этническому составу, если он будет суверенным? Оно будет тем же самым. То есть тут не этнический состав в данном случае играет роль, а именно вот суверенизация как факт, то есть появление нового государства. Тем более после появления Косово государства будут дробиться и дальше. Кстати, я бы поставил вопрос, например, о том, и перед Евросоюзом, в том числе, который поддерживал всю вот эту проблематику, и этот формат именно дробления, а где предел? То есть и Косово можно раздробить по большому счету, там есть разные этнические группы. Поэтому, если появится при отсутствии идей, при отсутствии конструктива со стороны России, Еревана и Баку, то есть вот дальше будут продолжаться переговоры под флагами, у каминов, и при том, что ситуация назревает, Запад наблюдает за этой ситуацией, то есть кто-то вбросит вот такую идею, и если она получит право на существование, то это будет невыгодно в первую очередь ни Баку, ни Еревану. И это, кстати, является основой для того, чтобы они уже сегодня оценили эту ситуацию, ну и если не помирились, то, по крайней мере, оценивая эту ситуацию возможную, поняли, каких угроз ждать для себя в первую очередь. Потому что Россия-то она тоже в регионе находится, но все-таки основной удар вот этой проблематики придется на Ереван и на Баку, на их интересы. Поэтому я бы призвал все-таки предложить какие-то решения и реализовывать их в плане вот этого Нагорно-Карабахского конфликта. Теперь непосредственно вопрос по российско-армянским отношениям. В сфере экономического сотрудничества наши отношения, в принципе, оставляют желать лучшего. Есть какие-то конкретные предложения, они не доходят до того уровня, на котором находятся политические отношения. Есть какие-то конкретные предложения с российской стороны или с армянской по развитию каких-то торговых совместных предприятий, с постройкой новых российских предприятий на территории Армении? У нас в целом вот в российско-армянской проблематике и вообще на постсоветском пространстве есть недопонимание ключевых процессов, перекос. Экономика никогда не идет впереди политики. Если мы построим самые лучшие предприятия и даже проведем самый лучший, допустим, двусторонний российско-армянский, российско-казахстанский проект, то если он действительно достигнет какого-то успеха, этот проект, мы просто в рыночных, демократических, либеральных условиях не сможем поделить деньги после этого проекта. Поэтому экономика, она всегда поддерживает политические процессы, если, опять же, в политических процессах присутствуют идеи определенные. И вот тут звучало на нашем круглом столе слово «верность» по отношению к Армении. Так вот, не деньги платить за верность, то есть деньги идут не сначала, но если страна определенная проявляет верность на протяжении достаточно долгого промежутка времени, то, естественно, ее как-то надо поощрять. И вот здесь я
я в первую очередь вот в этом моменте вижу экономическую составляющую. Более того, сбрасывать цены за сырье. Сбрасывать. Советский Союз в свое время, кто-то негативно к этому до сих пор относится, кормил, по большому счету, все ближние республики. И если страна заявляет себя великой, она обязана их кормить. Да, конечно, они что-то должны производить на своей территории, тем более в сегодняшних рыночных условиях, рыночных отношениях, но тем не менее, тут все-таки Россия должна проявлять какую-то инициативу и как-то поощрять в экономическом плане. Ну, допустим, если мы возьмем Туркмению, там с водой проблем нет для населения, там с газом достаточно ненапряженная ситуация. Поэтому я бы вот экономику по этому пути пустил. Кстати, и Запад поступает точно так же. Он, по сути, дает транши, где-то с возвратом, где-то без возврата тем странам, с которыми хотел бы завязать какие-то военные, военно-политические отношения. И мы от этого никуда не уйдем. В чистом виде экономические отношения на каком-то экономическом паритете мы построить не сможем, да мы и не должны к этому стремиться. Это неправильный курс.